Пашинян открыто идет против Путина, траур в Харькове и подковерные игры украинского генштаба. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Почему в Белом доме отказываются обслуживать F-16 и что шокировало весь западный мир? Разведывательное сообщество выразило обеспокоенность. Как в Иране отреагируют на обвинение Киева, который может посадить иранского генерала на 15 лет? Они активно принимали и принимают до сих пор участие в обучении и инструктаже российских военных по применению беспилотных летательных аппаратов. Нападение на свадебный автобус в Подмосковье. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии и не забывайте подписываться на канал. Это тоже очень важно. Поехали. В Белом доме отказались отправить гражданских подрядчиков в Украину для обслуживания американской техники, самолетов в том числе. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники и утверждает, что все дело в безопасности. Разведывательное сообщество выразило обеспокоенность относительно перспективы нападения России на американских подрядчиков в Украине. В то же время источники The Wall Street Journal надеются, что большую часть забот о самолетах возьмет на себя Европа. Интересно, что Соединенные Штаты и так не передали ни одного F-16. Авторы статьи связывают такое решение с утратой первого истребителя, об этом Нехта уже сообщала. Страсти кипят в украинском военном командовании. Накануне вечером президент уволил командующего воздушными силами. Французский Le Monde пишет, что украинский главнокомандующий не допустил к планированию операций батальоны из россиян и Главное управление разведки Минобороны Украины в целом. Не из соображений сохранения тайны, а из личных соображений. Издание утверждает, что между Кириллом Будановым, главой ГУР, и Александром Сырским, главкомом ВСУ, есть некое соперничество. В то же время Wall Street Journal пишет, что успехом курского наступления удивились не только на Западе и в России, но и сами украинские военные. Украина не могла позволить себе просто тянуть время, бросая больше людей на оборонительные линии. Ни у кого нет достаточно ресурсов, чтобы делать все. Вы постоянно вынуждены принимать решения о приоритетах, где принимать риски. Что именно так удивило западный мир и почему не подтолкнуло к еще большей поддержке Украины? Это, конечно, шокировало весь западный мир. Никто не ожидал этого. Возможно, что какой-то там среди военных был и в курсе или предположил, что такого может быть, но в целом никто не ожидал этого, это был реальный сюрприз. И они все в шоке от украинской решительности, эффективность украинских войска, но в первую очередь они в шоке от реакции России или отсутствия русской реакции. То, что мы не видели ядерный ответ, мы не видели эскалации, мы не видели даже большая риторика из Кремля. Мы видели наоборот, что Кремль сказал тихо, типа молчи, все средства массовой информации должны об этом не делать акцент и так далее. То есть Путин пошел не на сторону эскалации, Путин откровенно пошел на другую сторону, деэскалации, что об этом не надо говорить, что надо сделать вид, что все нормально. И это больше всего впечатлял западный мир, и в том числе американцев. Ну и главный скандал связан с назначением командующего в недавно созданных силах беспилотных систем ВСУ. Некоторые военные, активисты и блогеры утверждают, что у нового командующего есть слишком тесные связи с Российской Федерацией и обвинения в госизмене. Жена с московским паспортом, а дочь в спортивных состязаниях представляла Россию. Неужели во всей украинской армии не нашелся достойный начальника штаба СБС, а нужен именно человек, который никакого отношения никогда не имел к беспилотникам? Вместе с тем, в упрек главнокомандующему ставят продвижение оккупантов под Покровском. Говорят даже о том, что якобы из-за Курской операции ослабили фронт, но под Покровском у россиян не так все хорошо, как они стараются показать. Я думаю, что перспектива того, что российские войска подойдут на границы Покровска и начнут блокировать город, она очень высока.
скорее всего, это произойдет, и уже не получится остановить наступающих где-то дальше. Оборонять сам Покровск в любом случае ВСУ придется. Захват города, наверное, все-таки маловероятен, во всяком случае, в какой-то прям ближайшей перспективе. То есть после нескольких месяцев боев, да, вполне возможно, после штурмов, как в Бахмуте, я не думаю, что Покровск будет оставлен там, как, например, Новогродовка, которая была российскими войсками захвачена, ну, почти без сопротивления ВСУ. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. В Харькове объявлен траур в связи с ударами россиян по городу. Об этом сообщил мэр. Напомню, накануне Российская Федерация атаковала город кабами. Попали в 12-этажку. В результате 7 погибших, среди них 14-летняя девочка и около сотни пострадавших. Украинский писатель Сергей Жадан утверждает, что в результате этого обстрела погибла 18-летняя художница Вероника Кожушко. За час до смерти прислала свой новый рисунок, то есть свой последний рисунок. Россияне продолжают уничтожать наше будущее. Этому нет объяснения, и прощения тоже нет. В Подмосковье вооруженные мужчины напали на свадебный автобус. Они посчитали, что их подрезали, перегородили дорогу, разбили ножом стекла в автобусе и открыли огонь из травматического оружия. В результате этого нападения ранен ребенок, которому осколок попал в глаз. После этого нападавшие скрылись и поехали отдыхать в кальянную, где их, собственно, и задержала полиция. В Армении аварийно выключили АЭС. Вечером в пятницу единственная атомная станция на Южном Кавказе была отключена от энергосистемы. В профильном министерстве призывают не переживать, но обвиняют во всем природу. Причиной остановки стал удар молнии, в результате чего системы безопасности станции перевели станцию в режим безопасной остановки. Там один энергоблок после того, как была в Армении, случилось землетрясение, то один энергоблок был разобран и оборудование сняли еще в советское время, исследовали, как оно себя повело во время землетрясения, а второй энергоблок у них действительно, он в эксплуатации, ему продлен срок службы эксплуатации, он продлевался совместно с Росатомом, там один энергоблок у них находится в эксплуатации. Энергоблок останавливается, электрики там меняют оборудование, его ремонтируют, и потом энергоблок опять вводится в эксплуатацию. Ну, то есть, бывает, я же говорю, бывает ситуация такая, не аварийная. А премьер-министр Армении во время разговора с Путиным заявил, что дальше в диалоге с Баку Ереван не нуждается в российской поддержке. Более того, говорит, готов встретиться на границе с президентом Азербайджана и продолжить прямые переговоры уже в двустороннем формате. Когда наши российские партнеры говорят о трехстороннем заявлении, мне больно видеть, что они фактически обходят вопрос армянских пленных. Если мы принимаем трехстороннее заявление за основу мирного процесса, то должны с самого первого пункта рассмотреть, кто какую работу должен был выполнить, но не выполнил. Иранский МИД отвергает обвинения украинской прокуратуры и службы безопасности в причастности генерала Корпуса стражи Исламской революции к обучению российских операторов-беспилотников. Украинские правоохранители начали расследование против генерала иранского Ксира Аббаса Мусы. Там утверждают, что он обучал оккупантов работе с иранскими дронами на оккупированной территории. За это в Украине ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным следствия, он напрямую помогал командованию оккупационных группировок России проводить воздушные удары по Украине с применением иранских беспилотных летательных аппаратов. Как Иран должен отреагировать? Смогут ли подобные дела прекратить поддержку Тегераном Москвы? Мы спросили у экспертов. Ирану некуда больше обижаться, пусть обижается сам на себя в связи с теми действиями, которые он предпринимает в рамках своего временного военно-политического союза с Российской Федерацией. Что касается действительно генералов КСИР, Корпуса стражи Исламской революции, они активно принимали и принимают до сих пор участие в обучении, инструктаже
российских военных по применению беспилотных летательных аппаратов, шахедов и того, чего они передавали. Наша разведка четко зафиксировала тех представителей корпуса стражи исламской революции, которые обучали российских военных. Вы прекрасно видите, какие массированные атаки дроновые идут на территорию Украины фактически каждый день. Мы должны понимать, не только поэтому присутствовали инструктора иранские, чтобы учить, обучать российских военных. Это понятно, это одна из составляющих. Но одна из немаловажных составляющих – это эффективность использования иранских дронов на украинской территории и затем использование этих дронов Ираном или прокси-группами в регионе против Израиля. И то есть это четкий момент. Остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты и то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые и новые видео, поэтому мы вас за это благодарим и призываем не останавливаться на достигнутом. Даже если вы находитесь в России или Беларуси, смотреть нас можно безопасно через VPN, как именно, ссылочка есть в первом комментарии к этому видео. Также не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал, это тоже очень важно. Но у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.